Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналисты из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Целую неделю они были в пути и каждый день подводили итоги увиденного, чтобы поделиться впечатлениями с читателями реального времени. Знаешь, мне так хочется уже поскорее попасть на эту долгую поляну. Я вчера вечером почитала, что это совершенно мистическое место. Во-первых, там происходят какие-то постоянно аномалии, а во-вторых, там прям, представляешь, призраки даже вот этой вот владелицы поместья появляются. То двери захлопывают, то еще что-то происходит. Мне очень хочется поскорее туда попасть. Я тоже готовился вчера, и меня очень заинтриговала владелица Елизавета Молостова. Насчет призраков не знаю, но она была женщиной удивительной судьбы, и мне хотелось бы узнать о ней подробнее. И вот мы уже находимся в деревне Долгая Поляна, и пока Айрат пошел осматривать усадьбу Молоствовых, я обнаружила первую достопримечательность, которая говорит о том, что здесь явно ждут туристов. Маленький абсолютно пруд, практически болото, но в его середине стоит беседка, в которой можно отдохнуть, а также по окраинам пруда расставлены скамейки, на которых явно должны сидеть туристы. Я очень рад, что мы начали день с вашей усадьбы, потому что мы приехали сюда, и правда, я почувствовал, что день начат хорошо. Очень красивая природа и сам усадебный дом. Место очень уникальное, красивейшее место в нашей республике. Недаром называют Долгую Поляну место, где находится дворянская усадьба Молостовых, жемчужиной нашего района, не только района, жемчужиной нашей республики. Сохранившаяся усадьба, слава богу, что она сохранилась. Построено это здание в 1907 году. Раньше здесь был деревянный флигель. И вот когда уже последние владельцы этой усадьбы, Владимир Германович и Елизавета Владимировна, переезжают сюда из Казани, они начинают строительство своего дома. И вот в 1907 году это было шикарнейшее такое здание, было построено. У семьи Молостовых и Толстого была дружба между ними, многолетняя дружба, общность интересов, общность взглядов. И все это связывало этих людей, эти две семьи. И дружба была действительно многолетней. И даже Молостовы в 1905 году они ездили в Ясную Поляну в гости. И эти люди Молостову очень понравились Софье Андреевне, жене Льва Николаевича Толстого. И Софья Андреевна позже в в своих письмах она пишет, даже про Елизавету Владимировну такие слова. Она худощавая, милая, лицо умное, глаза умные. Она очень хорошо, интересно рассказывает. И она затрагивает такие темы, что видно, что она сочувствует Льву Николаевичу и что она с Богом. Это одно из высказываний в одном из писем. Но это, я думаю, очень хорошая оценка людям, с которыми они дружат. Мне кажется, что Долгая Поляна – это такая наша татарстанская сестра Ясной Поляны. Недаром у них и название одинаково, похожее очень, и с толстынностью связано, и у вас все в отличном состоянии. То есть это такое место силы, литературное, творческое. Ведь здесь собирались сделать дом творчества писателей. Да, в 1931 году как раз размещался Дом творчества Союза писателей. Побывали здесь многие актеры, писатели, отдохнули здесь, общались, отдыхали. Этой горно-алтайской ели 129 лет. Она здесь была посажена в день жемчужной свадьбы четы Молоствовых и считается символом супружеской верности. Однако не это самое интересное. Дело в том, что эта ель расположена
в особом энергетическом месте. А дело в том, что там расположен овраг, а это не просто овраг, это место соединения тектонических плит, поэтому это место обладает особой энергетикой. Вот здесь расположена скамеечка, на которую можно прийти, сесть, посидеть некоторое время, и ваш ум, мысли и душа очищаются от всего негативного и ненужного, и в душе наступает полная гармония. Какое самое ваше яркое открытие было во время создания работы над музеем, над экспозицией? Ну, конечно, во-первых, это и фотографии, да, это образ тех людей, которые жили здесь, творили, любили. Ну и, конечно, целая родословная. У нас целая родословная этой семьи, вот она. Это и стихи, которые, да, конечно, Елизавета Владимировна, на которых сейчас положена музыка, преподавателями Ульяновского технического университета. И сейчас исполняются романсы, великолепные стихи, слова. Я говорю, что человек думал, чувствовал, он все писал, вкладывал вот в эти строчки. Они очень жизненные, лиричные, красивые слова и красивая музыка. Правда, влюбили прямо в эту женщину. Удивительные здесь хозяева были. Очень достойная усадьба. Очень хочется, чтобы прям вам больше и больше людей приезжало. Потому что казанцы должны знать. Я к своему стыду вот узнал про эту усадьбу. Это любимое место, да, наших тетюшан, конечно. Тетюшане и люди из городов едут к нам. Даже не заказывая экскурсии, вот, например, приезжаем, а люди здесь гуляют по этим аллеям, смотрят, общаемся, конечно, с этими людьми. Они узнали про эту усадьбу, и они едут. А какие-нибудь гастрономические опыты вы предлагаете туристам, кстати? Потому что время уже хотя бы перекусить, чайку попить. Конечно, мы наших гостей угощаем горячим душистым чаем, заваренным на долгополянских травах. Ведь Леонид Филатов еще в своем сказе о Федоте Стрельце, удалом молодце, он говорил: «Мне б для радости души подошли бы тетюши, там и в смысле медицины травы больно хороши». Так что завариваем горячий душистый чай, угощаем всех наших гостей. Слушайте, я, конечно, не Федот, но мне кажется, тоже чайку отведал. Конечно, идемте. Наконец нашел то, что интересно мне как инженеру-строителю. Владимир Германович, хозяин усадьбы, был настоящий инноватор. Он поставил здесь паровые двигатели, динамо-машины, которые поставляли в дом электричество, и в доме был совершенно современный водопровод. Здесь до сих пор сохранился водонапорный бак. Судя по его клепанным соединениям, можно сказать, что он относится к концу 19-го, начала 20 века. Ему уже 100 лет, он современник строительства усадьбы. Так что хозяева могли принимать здесь совершенно свободно теплую ванну и пользоваться всеми благами электричества. Мне кажется, я начинаю понимать, почему Долгая Поляна называется Долгой, потому что идем мы сюда от усадьбы Молостовых уже минут 10, очень долго.
удивительную силу этой поляны знали даже булгарские ханы, которые вставали здесь на длительные стоянки для того, чтобы восстановить собственные силы и привозили сюда раненых, потому что именно здесь раны заживают быстрее. Считается, что здесь очень плохо работают электронные приборы, а также восстанавливается кровеносное давление и быстрее заживают раны. Что еще интересно, именно в этом месте солнечных дней столько же, сколько и в Сочи. Несмотря на то, что, как мы уже видели, около усадьбы Молостовых сегодня пасмурно, здесь по-прежнему солнечно. Много веков подряд на этой поляне не могли расти деревья, даже те саженцы, которые привозили, не вырастали. На всей этой поляне разбросаны очень необычные холмики. Что удивительно, на них растет только крапива. Знаете, многие люди, которые приезжают сюда, говорят, что у них восстанавливается кровеносное давление, проходят простудные заболевания, и всем очень сильно хочется спать, видимо, от сильной энергетики. Но вы знаете, лично я чувствую себя абсолютно нормально, и наши камеры также работают в штатном режиме, хотя многие говорят, что техника здесь совершенно отказывается работать. Поляна действительно аномальное место. Как нам говорили сотрудники музея, что около поместья машины то глохнут, не заводятся, то сигнализация у них не открывается, но как будто не отпускает. Мы же тоже с тобой вот сейчас машину пытались открыть раз 8, наверное. Не только сигнализация она не открывалась, но и из ключа, даже ключ не поворачивался. Теперь ты веришь мне, что это там что-то есть? Не говори, кажется, я начинаю переходить в твой лагерь. Зачем мы едем по этому провинциальному городку? Ну, дома все время постоянно одинаковые. Что мы здесь забыли? А зачем вообще люди едут за стариной? Потому что по прошествии лет дома покрываются налетом, который на научном языке называется патина. Патина — это тот неповторимый эффект старины, который ни с чем не спутаешь, понимаешь? Ты смотришь на новый дом и смотришь на старый, вот почему-то какой тебе больше понравится. Ну, вообще-то ты на самом деле ты прав, да, что от старого дома пахнет вот этой вот какой-то своеобразной стариной, какой-то влагой. У него есть своя романтика, скажи. Да, соглашусь, у него есть дух. Это первое. Прав. А второе, ты вот, понимаешь, попроси современного мастера сделать такую деревянную резьбу, как мы с тобой видели на доме с русалкой и со львом. Тебе никто этого не сделает. Или вот такую вот, такие кирпичные узоры, как на здешних домах купеческих. Люди просто разучились эти вещи делать. То есть строительство, оно не всегда развивается вперед, все лучше и лучше. И, наверное, наоборот, мы разучиваемся, и вот можно учиться у предков. О туризме мы задумывались давно, ну, еще пока как бы не совсем были уверены и не знали, что и как с чем едят. Потом, присмотревшись, как-то вот эту мечту, мы свою идею рождали, ее помогли просто нам вот нас направить, оформить наши мысли. И родился так проект в 2011 году в малые города с большой историей. То есть буквально 5 лет только туристы едут, Тюша? Я бы сказала даже 4, потому что 2011 год это вот еще, как говорится, брожение было, да. Это рождение дитя. Мы еще не совсем понимали, как это будет выглядеть.
Но вот уже с 2012 года мы уже как-то осознали, что мы хотим видеть конечный, какой итог, и уже стали отрабатывать, оттачивать. И я думаю, что... Не думаю, я просто чувствую это по откликам, по глазам, по лицам наших посетителей, а уж книга отзывов говорит сама за себя. А ради чего сюда приезжают туристы-то? Ну вот, на мой взгляд, если говорить о сегодняшнем дне, современный человек, есть такая вот тенденция, знаете, тяга вот к провинциальному сегодня. Человек устал от каменных мешков, от всей фантасмагории звуков, от скоростей и ритмов. Так хочется чего-то подлинного, искреннего, открытого, душевного, вот этой простоты какой-то российской, простора. Не знаю, мне кажется, вот это то, что подкупает сегодня туриста вот в малых городах. Человек не избалованный, культура не лощеная, не столько сценическая, сколько народная, а все-таки к корням, согласитесь, нас тянет всегда. Мы с тобой, Оксана, на краю русского мира конца 16 века. Вот представь, вот точно так же здесь когда-то стоял Иван Грозный, смотрел на вражескую дикую степь и думал, воздвигну я здесь свой последний оплот. И вот она, эта башенка. Слушай, ну с пафосом ты, конечно, немножко перебрал, но я с тобой согласна, здесь действительно потрясающая красота. Ну вот мы и в Булгарах. Правда, единственное, что сегодня успеем осмотреть, это новая белая мечеть. Жалко, что мы, конечно, так долго ехали, могли бы через Волгу сократить, но из-за штормового предупреждения не получилось. Там бы всего 20 минут было, а мы с тобой, наверное, часа 3 уже ехали, да, по этой ужасной дороге через Ульяновск. Поэтому никуда уж сегодня не успели, все здесь закрылось. Завтра утром встаем рано и осматриваем музей-заповедник. Хорошо, и сегодня в гостинице тогда подведем итоги по нашему дню. Слушай, очень удобно через приложение Татфунбанка. Я сейчас с маме онлайн деньги могу положить прямо на телефон. Ну что, сегодня в Булгары не попали, так что подводим итоги только Тетюши и Долгой Поляны. Для меня, знаешь, что самое было интересное? Я когда попал в Тетюши, увидел эти старинные особняки, деревянные, с резными наличниками, церковь, которая все еще самая высокая точка в городе. У меня было ощущение, что я попал в машину времени, как будто я обратно в 19 век принес. Слушай, ну так вот, наконец-то на тебя хоть что-то впечатлило, потому что я первый раз вижу такие горящие глаза у тебя. Обычно ты не столь эмоционален. На самом деле мне тоже очень сильно сегодня все понравилось, потому что вот это вот, опять, как я люблю, мистическое место, тектонический разлом, вот эти космические энергии. Мы же, кстати, сходили вот на эту аномальную поляну, где растения не растут, деревья, точнее, не растут. Вы почувствовали что-то там? На самом деле, знаешь, ничего не почувствовали, если честно. Но зато, знаешь, очень интересно, много веков подряд там не росли вообще деревья, и вдруг в этом году там появились прям росточки деревьев. Может быть, силу поляна теряет, поэтому я ничего не почувствовала. Ну что, тогда итоги дня. Историко-культурная ценность. Так, ну давай. 10. Угу. Эмоциональность. Эмоциональность.
Тоже 10 на самом деле. Круто. Все очень понравилось. И красиво, и мистические истории, как я люблю. И вот прям все было шикарно сегодня. Природа. И природа тоже. Давай природу 15. Окей.